Приветствую всех! Страстная неделя Великого Поста. Мне захотелось сделать подборку об ароматах, которые подчеркивают это состояние, этой внутренней духовной работы. Ароматы, которые я сегодня приготовила для обзора, так или иначе я ношу Великий пост. Они помогают сосредоточению, создают атмосферу и приближают великий радостный праздник Святой Светлой Пасхи. Начнем сегодня с аромата, который благодаря одной из моих зрительниц и подписчиц появился не так давно в моей коллекции, за что я ей очень благодарна. Елена, спасибо вам. Это аромат Кобако бренда марки Буржуа, французской известной марки. Аромат интересный по ряду причин. Одна из причин – он был создан великим Эрнестом Бо, создателем Шанель номер 5. Аромат выпущен был в 1936 году, то есть это такое вот настоящее винтажное ретро. Но здесь я представляю новодельную, конечно, версию, но тем не менее 1936 год – год его создания. Это аромат, принадлежащий к группе шипровых, восточно-пряных, парфюмированная вода. Заявлено здесь очень много ингредиентов, как и свойственно старой французской школе, и этим он отличается. Здесь в начале и альдегиды, и цитрусы, и корица, и мед, а далее уже цветы, такие как лилия, роза, жасмин, ирис и прочее. Но для меня этот аромат стартует альдегидами, и дальше я слышу только жасмин с лилией. Он сливается, для меня его звучание сливается для меня с ароматом цветочного ладана. Поэтому сразу же создается для меня атмосфера храма. Храма торжественного, храма, украшенного уже к празднику, потому что слышны цветы. Тут есть очень слышны деревяшки, тут есть и цибетин, тут есть и мускус, но животные ноты в этом аромате очень смягчены, они совершенно не кричат, они мягкие, то есть цветочность, альдегидность и деревяшестость здесь преобладает, и никакой животности как таковой я лично не слышу. Мне этот аромат очень понравился, он абсолютно в моем духе, в моем настроении, и я его с большой радостью и удовольствием носила. Ношу сейчас. Мне кажется, он недооценен, принимая во внимание его очень скромную стоимость, там чуть более 2000 рублей его можно приобрести, и мне кажется, просто незаслуженно забыт. Будь он также разрекламирован, как «Великая пятерка», несомненно, к нему внимание было бы больше, такое, какое, в общем-то, какого он и заслуживается. Кобако переводится с восточного как коробочка, и изначально он задуман как такой вот китайский ларчик, который хранит какие-то сокровища, какие-то драгоценности. Вот такой вот интересный аромат, который для меня лично звучит очень строго, сдержанно, холодно. И вот эта вот стартовая одеколонистость отсылает нас куда-то далеко-далеко в начало века, когда вот в моду вошли шипровые альдегидные ароматы. И еще я хотела сказать, что интересен он тем, что он был практически не переформулирован за все время своего создания. Насколько мне известно, только в 80 там, каком-то втором или четвертом году была серьезная переформулировка. То есть мы можем надеяться на то, что его звучание практически не изменилось и дошло до наших сегодняшних дней. Следующий аромат сегодняшней подборки – это Пазантиум Тезоре d'Oriente итальянского бренда. Я рассказывала вам уже о двух ароматах этой линейки. И вот Византия, которую тоже
не так давно я приобрела из этой линейки, мне тоже очень сильно создает атмосферу храма. Но если предыдущий аромат для меня храм наш, российский, где слышно и дерево, и цветы, и цветочный ладан, и свечи, и мед, то Византия, Тезоре d'Ориенте для меня звучит храмом, хоть и православным, но греческим. Потому что здесь я слышу очень много сладости, и мед, и воск, и ладан, и елей, и где-то даже как будто бы это из окон греческого ярко освещенного летним солнцем храма доносится аромат цветов и аромат фруктовых деревьев. Потому что этот аромат очень радостный по звучанию. Здесь есть корица, здесь есть ваниль, здесь есть миндаль. И вот его такая сладкая ореховость и даже вот какая-то молочность, она явно присутствует, и я ее слышу прям сразу на старте. Аромат веселый, радостный, как и атмосфера греческих храмов. Она несколько отличается от наших православных храмов. Очень, очень радостно, всегда светло и жизнеутверждающе в их церквях. И вот этот аромат меня возвращает в Грецию. Очень мне он полюбился. Не могу сказать, что он стойкий или какой-то сильно выразительный, но он явно приятный, и для меня он тоже с церковной ноткой. Вот, в этой линейке есть и средства уходовые за телом, гели для душа, и вот я тоже приобрела и с удовольствием пользуюсь. Далее расскажу вам об аромате, который не мог не войти в подборку ароматов поста, Великого поста. Я уже говорила о нем несколько раз, я его очень люблю. Это новозаревская лавми, это парфюмированная вода. Аромат, который, по сути, является для меня просто нишевым ароматом, ароматом с нишевым звучанием, очень сложный, богатый, красивый. И я не слышу здесь грусти, для меня он тоже радостный. Аромат величественный, передающий атмосферу храма. На старте прекрасные альдегиды в духе французской старой школы, мед, яблоки и абрикосы, ладан, полироль и цветы. Красивый, сдержанный, строгий, торжественный, теплый, величественный аромат. Пока еще можно его приобрести, рекомендую, у кого его нет в коллекции. Ну и, конечно, посещая храмы во время Великого Поста, я нередко возвращалась к своему любимому опиуму от Ив Сен-Лоран, потому что это для меня непревзойденный ладанный аромат. Смолы, ладан, дерево, амбра, жасмин, мед. И, трудно разъять его на отдельные элементы, он настолько многосложный. Для меня это аромат внутренней работы, духовного сосредоточения, поэтому он всегда мой верный спутник в этот период. Аромат, который нашла для себя как идеальный православный ладан, это Шанель номер 22, парфюмированная вода. Это лимитированный выпуск. Он был создан в 1922 году, опять же, Эрнестом Бо. И здесь вот у меня такой маленький симпл, поэтому его без распылителя, поэтому его либо наносить сразу на кожу, на блотер сложно, либо слушать из флакончика. Это совершенный ладан православного храма. Я не слышу здесь никаких цветов, никакой цветочности, никакой фруктовости, а просто чистый, прекрасный ладан елея мира. Шанель номер 22.
И завершить хотела бы я сегодня подборку одним ароматом, который я вам еще не представляла. Аромат нишевого бренда Николаи Парфюмерье Креатер, Амбр Ут, парфюмированная вода. Вот покажу вам красоту флакона. Дизайн безупречен, очень строг и величествен. Красоту вот этого кофра коробочки, в котором хранится флакончик на таком черном бархате со специальной вставочкой, снабжен обязательно паспортом. Вообще очень интересный бренд Николаи. Все ароматы, которые мне довелось слушать, они чем-то а, трогают. Они незаурядные, они особенные. Ну, это действительно ароматы с каким-то очень нетривиальным, непростым при этом звучанием. Амбр Ут. Заявлено в нем, ну, во-первых, этот аромат принадлежит группе «Восточные». Здесь заявлено в старте очень много трав, и он действительно травный в начале своего звучания. Там есть и лаванда, и шалфей, и пачули, и чебрец, далее кедр, сандал, ут, амбра. Очень строгий, очень торжественный, праздничный аромат, унисекс. Сладости в нем нет, но, знаете, так, я слышу в нем сладость можжевелового дерева. Вот для меня это храм где-то на юге России, где очень много внутри отделки украшений из можжевельника. Он теплый, он такой терпко-сладкий, он радостный, поэтому он южный, поскольку он ассоциируется с югом и с южным храмом южно-российским. И для меня это аромат тоже самое такой вот внутренней работы. Все ароматы, которые здесь представлены, так или иначе я ношу для себя. Это не ароматы на выход. Вот, может быть, если кабаку и звучит в духе классической старой школы и воспринимается как просто классический французский аромат, то вот все остальные это ароматы для себя. Очень мне понравился Амбр Ут. Он звучит не громко, а при этом он очень стойкий. И вот 2 распыления на сутки буквально его хватает с волос, с кожи, с одежды, слышу его. И, зайдя в комнату, почувствовала место, где он был мною нанесен. Я благодарю вас за то, что досмотрели сегодняшний выпуск. Я поздравляю вас с наступающим светлым праздником. Я хотела попросить вас о ваших комментариях на те композиции парфюмерные, о которых сегодня рассказала. Расскажите о том, что вы любите сами во время Великого Поста носить и как создаете атмосферу этого периода, этого времени. Буду благодарна вам за лайк, за подписку, кто еще не подписан на канал. До новых встреч!